После 50 лет тело уже не прощает ошибок. В один момент ты просыпаешься и замечаешь, энергии меньше, сон тревожный, вес растет, суставы напоминают о себе, и самое опасное — это считать это нормой. Нет, это сигнал. И сегодня я расскажу, что действительно необходимо делать каждой женщине после 50, чтобы сохранить молодость, ясный ум и внутреннюю силу. Обязательно досмотрите до конца. В финале я дам простой вечерний ритуал, который усиливает эффект всех рекомендаций в 2 раза. И если вам важны здоровье и красота без химии, поставьте лайк прямо сейчас, чтобы это видео увидели другие женщины. Первое, что необходимо после 50 – поддержка гормонального баланса естественными способами. Организм женщины входит в период перестройки, снижается уровень эстрогенов, замедляется обмен веществ. Поэтому я рекомендую ежедневно добавлять в рацион семена льна. 1 столовую ложку перемолотых семян залить 150 мл теплой воды, настоять 10 минут и выпить утром натощак. Это источник фитогормонов и клетчатки. Курс 30 дней, затем перерыв 2 недели. Параллельно стакан теплой воды с соком половины лимона для запуска печени. Делать это нужно системно, а не время от времени. Результат приходит к дисциплинированным. Второй обязательный элемент – движение. После 50 нельзя полностью уходить в щадящий режим. Я советую ежедневно выполнять упражнение «Золотая пружина». Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, слегка согните колени и мягко пружиньте 3-5 минут, сохраняя ровную спину. Это улучшает кровообращение в малом тазу, поддерживает суставы и лимфатическую систему. Затем 10 медленных приседаний с опорой на стол, без рывков. Дышите спокойно. Делать нужно каждый день, даже если нет настроения, особенно если нет настроения. Третье. Питание против воспаления. После 50 скрытые воспалительные процессы становятся причиной усталости и набора веса. Я рекомендую включать в рацион куркуму. Рецепт простой. Пол чайной ложки куркумы, щепотка черного перца и 1 чайная ложка оливкового масла добавить в теплый овощной суп или тушеные овощи. Принимать 1 раз в день во время еды. Курс 21 день. Куркума работает мягко, но глубоко. Главное – регулярность. И помните, сахар и избыток белой муки усиливают воспаление. Их нужно минимизировать. И сейчас я скажу то, о чем редко говорят. После 50 женщине необходимо укреплять мышцы тазового дна. Это основа женского здоровья. Простое упражнение Кегеля. Сжимайте мышцы, как будто пытаетесь остановить мочеиспускание. Удерживайте 5 секунд. Затем расслабляйте 5 секунд. Повторять 10-15 раз, 3 подхода в день. Это можно делать незаметно, дома, в транспорте, где угодно. Уже через месяц вы почувствуете контроль, уверенность и внутреннюю силу. А дальше я расскажу о продукте, который поддерживает сердце и сосуды, и о нем знают далеко не все. Не переключайтесь. После 50 сердце требует внимания. И я всегда подчеркиваю, поддержка сосудов – это не таблетки на всякий случай, а ежедневная работа. Один из самых простых и доступных рецептов – настой боярышника. 1 столовую ложку сухих плодов залить 250 мл горячей воды, не кипятка. Настоять 30 минут под крышкой. Процедить. Принимать по 70-80 мл 3 раза в день, за 20 минут до еды. Курс – 3 недели. Боярышник мягко поддерживает сердечную мышцу и нормализует давление. Но важно, если вы принимаете лекарства для сердца, обязательно согласуйте с врачом. Натуральное средство не значит бесконтрольное. 4 правило. Кальций должен усваиваться, а не просто поступать. После 50 кости становятся хрупкими из-за снижения гормонов. Я советую натуральную смесь. 1 чайную ложку измельченной в порошок яичной скорлупы, предварительно прокаленные 5 минут в духовке, смешать с несколькими каплями лимонного сока. Принимать 1 раз в день после еды, в течение 20 дней. Параллельно обязательно ежедневная ходьба не менее 30 минут. Именно нагрузка включает кости в работу и помогает кальцию закрепляться. Теперь о печени.
главной лаборатории нашего тела. После 50 ее перегружает все: лекарства, стресс, лишний вес. Раз в год я рекомендую мягкий травяной курс. Смешайте в равных частях расторопшу и ромашку. 1 столовую ложку смеси залить 300 мл кипятка. Настоять 40 минут. Пить по 100 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс 14 дней. В этот период исключить жареное и алкоголь. Печень благодает легкостью в теле и чистой кожей. И еще один обязательный элемент – сила мышц спины. После 50 осанка меняется, появляется сутулость, а вместе с ней усталость и головные боли. Простое упражнение – лодочка у стены. Встаньте спиной к стене, прижмите затылок, лопатки и ягодицы. Поднимите руки вверх и медленно опускайте их по стене, сохраняя контакт. 10-12 повторений, 2 подхода ежедневно. Это укрепляет глубокие мышцы и улучшает дыхание. Делать медленно, без боли. Сейчас важный момент. Многие женщины после 50 забывают о белке, а без него тело теряет тонус. В рационе ежедневно должны быть рыба, бобовые, яйца или нежирное мясо. Минимум 1 грамм белка на 1 килограмм веса в сутки. Например, при весе 65 килограммов около 60-65 граммов белка в день. Делите на 2-3 приема пищи. Это поддерживает мышцы, кожу и иммунитет. И уже совсем скоро я расскажу о вечернем напитке, который помогает спать глубже и замедляет старение. Если вам полезно, напишите в комментариях «Мне важно здоровье» и поставьте лайк. После 50 сон – это не роскошь, а лечебная процедура. И я всегда говорю, если вы не высыпаетесь, ни один рецепт не сработает в полную силу. За 40 минут до сна я рекомендую теплый напиток для нервной системы. 200 мл теплого миндального или обычного молока, 1/4 чайной ложки корицы и щепотка мускатного ореха. Пить медленно, маленькими глотками. Этот ритуал помогает снизить уровень кортизола и расслабить тело. Курс 3-4 недели ежедневно. Сон становится глубже, утро спокойнее, а кожа выглядит свежее. Следующий шаг – контроль сахара в крови. После 50 скачки глюкозы особенно опасны, они ускоряют старение сосудов и кожи. Я советую простой прием. 1 чайную ложку яблочного уксуса развести в стакане воды и выпивать за 10-15 минут до обеда. Делать 1 раз в день, курсом 14 дней. Это помогает мягко стабилизировать уровень сахара. Важно, если есть проблемы с желудком, начинайте с половины дозы. И обязательно следите за реакцией организма. Теперь о щитовидной железе. После 50 ее работа может замедляться, а вместе с ней и обмен веществ. Включайте в рацион морскую капусту 2-3 раза в неделю по 50-70 граммов в салате. Это натуральный источник йода. Но не переусердствуйте. Избыток так же вреден, как и недостаток. Поддержка должна быть разумной. Я всегда напоминаю, регулярные анализы раз в год – это проявление заботы, а не тревожности. И еще один обязательный элемент – лимфатическая система. Если она застаивается, появляются отеки, тяжесть в ногах, лишний вес. Самое простое упражнение – утренние перекаты с пятки на носок. 50-100 легких перекатов сразу после пробуждения. Затем 1-2 минуты легких похлопываний ладонями по ногам снизу вверх. Это запускает лимфу и уменьшает отечность. Делать ежедневно. Эффект заметен уже через 10-14 дней. И сейчас тот самый вечерний ритуал, о котором я обещала сказать. Перед сном заварите травяной чай, мелисса и листья малины в равных пропорциях. 1 столовая ложка смеси на 300 мл горячей воды. Настоять 20 минут. Пить теплым за 30 минут до сна. Этот напиток поддерживает гормональный баланс и помогает телу восстанавливаться ночью. Делайте 21 день подряд. И если вы досмотрели до этого момента, напишите в комментариях «Я выбираю себя». Впереди финальные рекомендации, которые объединяют все сказанное. После 50 вода становится стратегическим ресурсом. Обезвоживание ускоряет старение кожи, сгущает кровь и усиливает усталость. Я рекомендую рассчитывать объем так: 30 мл воды на 1 кг веса.
При весе 65 килограммов около 1,9 литра в сутки, равномерно в течение дня. Начинать утро со стакана теплой воды, а за 2 часа до сна объем уменьшать. Если добавить в дневную воду 2-3 ломтика огурца или лист мяты, вы мягко поддержите почки. Пить нужно не залпом, а маленькими глотками, так клетки действительно напитываются. Иммунитет после 50 требует питания, а не стимуляции. Я советую натуральную смесь для поддержания сил. 100 граммов измельченных грецких орехов, 100 граммов меда и сок половины лимона. Хранить в холодильнике. Принимать по 1 чайной ложке утром после завтрака в течение 3 недель. Эта смесь поддерживает сосуды, мозг и общий тонус. Но важно помнить о калорийности. Это не десерт, а лечебная добавка. Умеренность – главный принцип зрелого возраста. Отдельное внимание суставам. После 50 снижается выработка коллагена, и движение может сопровождаться скованностью. Я рекомендую домашний холодец или желе из натурального желатина 2-3 раза в неделю. Простой вариант – 1 чайную ложку желатина замочить в 100 мл воды на ночь. Утром слегка подогреть и добавить в теплый напиток. Курс – 1 месяц. Параллельно мягкая растяжка, медленные наклоны вперед с прямой спиной, удержание 10-15 секунд без боли. Суставы любят регулярность, а не интенсивность. И еще один ключевой момент – эмоциональное здоровье. После 50 женщина особенно чувствительна к стрессу. Я советую ежедневную практику дыхания. Вдох на 4 счета, пауза 4, выдох на 6. Повторять 5 минут утром или вечером. Это снижает уровень тревожности и стабилизирует давление. Добавьте 10 минут прогулки на свежем воздухе без телефона. Именно эти простые действия помогают гормонам работать гармонично. Если вам откликается такой формат, поддержите видео лайком прямо сейчас, чтобы больше женщин узнали об этих принципах. После 50 женщине необходимо не бороться с возрастом, а сотрудничать с ним. Регулярность, умеренность, внимание к себе – вот основа. Я делюсь не чудом, а системой – питание, движение, травы, сон и внутреннее спокойствие. Начните с 3 пунктов уже сегодня и наблюдайте за изменениями в течение месяца. Благодарю вас за просмотр. Если видео было полезным, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски о здоровье и долголетии. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть важно. Берегите себя и выбирайте себя каждый день.